Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и хорошей погоды, а также тепла и уюта в ваших домах. Завершается месяц ноябрь 2022 года, осень позади, и начинается первый день зимы. И поэтому мы сегодня будем рассматривать очень важный период. Мы рассмотрим с вами в спецвыпуске период всех наших дел, планов с 28 ноября включительно по начало декабря, по 1 декабря 2022 года. По традиции начнем с агрогороскопа. С 28 ноября по 1 декабря 2022 года. Время киевское. Итак, на что нужно обратить внимание? А нужно обратить внимание на эти 2 дня. Это 28 и 29 ноября 2022 года. Время нахождения Луны в знаке Водолей. Это растущая Луна, понедельник и вторник. Вот этот период нельзя ничего не сеять, не высаживать, не трогайте рассаду, не беспокойте. В этом знаке делаем выходной. Для цветов и комнатных растений очень хорошее время. Напоминаю, профилактические обработки против вредителей и болезней. Вредители и болезни не спят, они очень активизируются, и ваши сообщения об этом свидетельствуют. Не дожидайтесь, проверяйте под листиками, смотрите, какая почва, ползает там или не ползают вредители. Лучше сразу профилактика и удалить всех этих неприятелей. Очень важный момент, хочу сделать акцент: поливы, подкормки. Этот период очень опасен для поливов и тем более подкормок для растений. Водолей, стихия воздуха, в это время каждая клеточка растения занята дыханием. А если корни получат в это время воду, клеточки будут задыхаться и начинается загнивание корней. Будьте внимательны, пропускаем поливы. А без поливов и подкормки нельзя проводить. Для сада очень актуальны обрезки растений, обрезки садовых растений любых, а также не забывайте об укрытии. Укрытие теплолюбивых растений в знаке Водолей – это очень хорошее время, это знак стихии воздуха, и растения будут хорошо зимовать под укрытием. Хорошее время 28 и 29 для зеленых операций, для сбора урожая, для заготовок. А вот квасить капусту в это время не рекомендуется, будет горькая и сухая. Зато очень хорошо делать настойки, собирать лекарственные травы. Это касается жителей теплых стран. Ну а рыбалка в это время на растущей Луне да в Водолее очень неблагоприятное время. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней, а также зеленые операции. Те, кто меня спрашивал, что нужно делать, когда нужно обрезать листики, вот, пожалуйста, эти дни используйте сухие нижние листики, обрезайте и пасынки убирайте. Ну и все остальное, что необходимо в этот период удалить. А для теплых стран актуальны зеленые операции для садовых растений. Пожалуйста, выполняйте, все будет хорошо. Теперь рассмотрим еще 2 дня. Эти 2 дня – среда и четверг. 30-го это будет завершающий день ноября, но это уже будут энергии стихии воды. Луна будет растущая находиться в знаке Рыбы, и в этом знаке будет находиться и 1 декабря 2022 года. Но здесь очень важная есть такая подсказка. Переход будет Луны из 1 во 2 фазу, это стрессовое время. Начинается этот переход, то есть самая высшая точка в 16:38, плюс-минус 12 часов. То есть у нас вот эти сутки 30-го, у нас никаких задач с посевами, с проращиванием семян мы здесь не делаем и не трогаем рассаду. Зато уже 1 можно проращивать семена для микрозелени, можно садить лук, чеснок на выгонку и любые зеленые различные травки, которые будут выращиваться на салатики для того, чтобы получить витаминную зелень в этот период. И, кстати, здесь очень хорошо работать с рассадой.
Это касается тех, кто уже мне написал, что уже получили всходы цветовые, устомы, кто-то получил всходы зеленушки, когда можно высаживать, пересаживать перевалку. Вот, пожалуйста, вот этот период. Да, и еще в теплице кто-то спрашивал, можно ли высаживать. Вот очень хороший период. В рыбах можете высаживать рассаду в теплице, где есть обогрев. Для цветов и для комнатных растений здесь одинаковые дела. Это поливы и подкормочки, и защита от вредителей и от болезней. Но здесь, конечно же, когда переход Луны, мы не делаем никаких дел с рассадой, а вот первого, пожалуйста, посадка, пересадка, перевалка, это все делается. Ну, а поливы, подкормки, они проводятся и 30 ноября, и 1 декабря. Поливы прекрасно, успешны и эффективны. Прошу обратить внимание, можно уже увеличить количество удобрений. От инструкции, которая дается, уже 50%. Растущая луна, очень хороший период. В рыбах вместе с поливом хорошо как раз будут впитываться удобрения, питательные вещества. Для сада только поливы, никаких обрезок, ни в коем случае. Все, закончились вот эти все работы с секатором, с топором и с ножницами и так далее. Зеленые операции не проводим, сбор урожая нельзя проводить, заготовки бесполезно, потому что портятся, квашение капусты тоже не делаем, настойки не готовим, не собираем лекарственные травы, на рыбалку не ходим, хотя, казалось бы, рыбы. Это, во-первых, переходный период с первой во вторую фазу, и уже перед полнолунием движемся во второй фазе. Рыбалка очень плохая, кроме каких-то мелких рыбешек, больше удовольствия вы не получите. Единственное, что можно отдохнуть, если хорошая погода. Далее идем комнатные овощи. Очень важно в этот период использовать для поливов и для подкормок. Снова же тоже 50% от того, что рекомендует инструкция. И не забывайте, что есть вот такой вопрос. Вот мы как раз нашли в этот период, когда стихия воды, что делать, можно ли защищать растения. Конечно, используйте биопрепараты. Если в водолее можете использовать разные препараты, то в знаке рыбы используйте биопрепараты. Вообще сейчас у вас закрытое помещение, переходите полностью на биопрепараты для того, чтобы защитить свои растения от вредителей и от болезней. Продолжаем наш выпуск. Сейчас мы рассмотрим следующую рубрику «Луна для дома, для здоровья» с 28 ноября по 1 декабря. Что я хочу в первую очередь отметить? Поговорим об энергиях. Энергии очень важно, от них будет зависеть, что мы будем делать, какое у нас будет настроение и можно ли делать покупки. Так вот, в период с 28 ноября по 1 декабря также сложный, в напряженных аспектах космических энергий находится вот этот период. Меркурий формирует оппозицию к Марсу. И вот эту ситуацию лучше, чем Александр Айч, не скажешь. Вот что он говорит, пишет: вам следует быть осторожным с поступающей информацией. Этот аспект указывает на воинственность, выражение своего мнения, склонность провоцировать споры. Прямолинейность и напор мешают ведению переговоров. И еще очень важная подсказка. Спекуляция и риск в торговых делах препятствуют получению прибыли. Этот период характеризуется тем, что существуют предрасположенности. Кстати, очень важная тоже подсказка общая для этого периода. Это предрасположенность к ожогам, воспалению легких и верхних дыхательных путей, а также возможны огнестрельные ранения. Будьте внимательны, не спорьте и не прибегайте к различным видам оружия. Далее, Тау квадрат, Меркурий, Марс, Нептун. Они создадут огромную волну информационного шторма. И в этом шторме никто никого не слышит, и все правы. Прямолинейность, споры, напор – все это будет мешать вести переговоры. Ну и этот период, который мы рассматриваем, по-прежнему Марс ретроградный. Поэтому можем сделать такой вывод.
В этом огромном шторме на этот период с 28 ноября по 1 декабря не начинаем новые дела и не покупаем товары с элементами или частями, содержащими металл. Очень это важная информация. Снова же будете возмущаться, что нельзя ничего делать, нельзя ничего такого серьезного покупать. Можете делать, затем вы будете все переделывать, будете локти кусать. Что? А вот он наш план работ в доме с нашим телом. И теперь мы рассмотрим понедельник, вторник, когда Луна будет находиться в знаке Водолей. Мы уже с вами по энергиям все разобрали. И что касается тоже энергий для печки, огонь будет хорошо гореть, так что проблем здесь не будет. Стрижка волос очень хорошо, стрижка ногтей тоже, а вот красить волосы в знаке стихии воздуха лучше это не делать, не воспринимается в это время краска, и дыхание корней, и дыхание самих волос будут препятствовать тому, чтобы была качественная покраска, и горят волосы, так что не будем это делать. Мыть волосы очень хорошо. Что касается бани, сауны, то не участвуем в этом деле. Мы об этом более подробно поговорим чуть позже, когда будем говорить о здоровье и о знаке зодиака. Уход за кожей. Это касается питательных масок. Они бесполезны в это время, не впитываются клеточками, потому что клеточки заняты дыханием. Очистка кожи. Это период у нас растущей луны. Это все у нас до определенного периода, когда уже будет после полнолуния, будет убывающая луна, мы будем об этом говорить. Но пока не занимаемся этим. Очищение организма тоже не проводим. Рукоделие Водолея бесполезно. А вот с тестом, обратите внимание, очень быстро сохнет, нужно увеличить количество жидкости или уменьшить количество муки. Стирка можно текущее, если оно не грязное, но лучше перенести на более чуть поздний период, и об этом мы сегодня будем говорить. Уборка хорошо проходит, ремонт тоже, и проветривание вещей, если нет циклона, можно проводить. Вот так сейчас, вот, больше, чтобы видно было. Ну, а теперь давайте рассмотрим еще 2 дня, среда, четверг, это когда будет Луна в знаке стихии воды, в рыбах. И в этот период обычно, даже если теплая печка, бывает дым. Будьте внимательны. С маленького огня начинайте. Стричь волосы, стричь ногти, красить волосы и мыть волосы в это время нельзя. Очень опасное время. Для сауны, что здесь важно знать? В переходные периоды, когда Луна переходит из одной фазы в другую, этот период не подходит для сауны. Это стрессовая ситуация. Ну, а то уже 1 декабря, спешу к весне поближе. Так вот, 1 декабря можно в сауну идти. Уход за кожей очень хорошо. Клеточки воспринимают это время и питательные вещества, и влага. Все это дает как раз хороший результат. Кожа становится нежной такая. Очистка кожи нет, очищения организма тоже нет, не проводим. А вот рукоделие в рыбах прекрасно получается. Какие-то креативные мысли приходят и красиво получается. Используйте эти 2 дня. Для теста нужно добавить муки или уменьшить жидкость. Ведет в это время тесто. Далее стирка. Вот. Когда стирка прекрасно получается. Можно даже генеральную стирку, если хорошая погода, чтобы быстро все высохло. А тем более сейчас есть уже сушильные машины. В любом случае можно стирать, и все отстирается очень хорошо. И уборка генеральная прекрасно получается. Я люблю этот день для этого дела. Ну и ремонт и проветривание вещей в знаке стихии воды не проводим. Это очень плохое время для этих видов деятельности в нашем доме. А теперь более подробно рассмотрим важные вопросы, касающиеся нашего здоровья. Итак, 28 и 29 растущая Луна в знаке Водолей. А в Водолее уязвимы ноги, то есть лодыжки, голеностопные суставы, а также икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног,
вся сердечно-сосудистая система. Помните, когда мы рассматривали вопрос бани-сауны? Так вот, когда в напряжении находятся вот эти все наши органы, нельзя идти в сауну, нельзя вот проходить вот эти стрессовые ситуации для нашего тела. Пожалуйста, помните, в Водолее кровообращение, сосуды ног, сердечно-сосудистая система. Не идем в сауну. Ну и очищение организма тоже, оно накладывает сложности, напряжение на организм, поэтому вот эти важные манипуляции не проводим в этот период. При Луне Водолее нельзя проводить операции на венах и всей кровеносной системе. Обостряются болезни варикоз, тромбофлебит, геморрой, нервные болезни. Зато нынче благоприятное время для лечения и программ восстановления сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, аритмии, стенокардии, гипертонии, а также эффективно проводить профилактические мероприятия по недопущению инфарктов и брадикардии, тромбоэмболии в мышцах, а также болезней сердца и суставов. Хорошо в это время использовать нетрадиционные методы лечения. Идем дальше. Теперь рассмотрим завершающий день ноября 30-го, а также первый день декабря, когда Луна будет находиться в знаке Рыбы. В это время уязвимы ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань, система обращения жидкостей. В период нахождения Луны в знаке Рыбы нельзя проводить любые операции. Это опасно для жизни. Уязвимы кровеносная и лимфатическая системы. Любые хирургические операции подвержены усиленному кровотечению. И это, кстати, самое неудачное время для постановки диагнозов, для трактовки, сканирования и полученных анализов. Обычно в это время бывают ошибки и искажения. А также будьте внимательны к употреблению алкоголя и лекарств. Могут быть тоже отравления. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Прежде чем попрощаться с вами, еще раз вас прошу, будьте в это время спокойны, уходите от разных споров. Не вовлекайтесь в споры, в какие-то информационные штормы. Это обман, это иллюзия. Находитесь всегда в мире с собой, в мире со своими родными, близкими. И пусть здоровье будет в вашем теле, и пусть будут здоровы все ваши родные и близкие. По-прежнему мира, тепла и уюта в ваших домах. Ну а мы прощаемся всего-навсего до следующего видео. Всего доброго. Пока-пока.